Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня у меня будет коротенький вязовлог одного дня. Я вообще не планировала снимать это видео, так как у меня не особо есть что показать. Есть пару готовых работ, и остальные все в процессах. Так сказать, на полноценное хорошенькое видео у меня информации нет. Но потом я поняла, что осталось до Нового года совершенно здесь вот несколько деньков, да. И вряд ли я потом буду уже снимать. Нужно будет готовиться к Новому году. Уже, я так плодотворно вязать не буду. И, в общем, хотелось снять это такое видео, последнее в этом году. Возможно, я еще сниму коротенькое видео с готовыми работами за декабрь. Но, может быть, я его выпущу в январе. Вряд ли кто-то будет в конце месяца, прям под бой курантов, смотреть это видео. Поэтому, наверное, выпущу в первых деньках января видео с готовыми работами, связанные по моим мастер-классам. Итак, покажу сразу две готовые работы, две мои новогодние игрушечки. Первая — это вот такой вот олененок. Я его уже вязала, показывала. На канале у меня есть мастер-класс по нему. Многие связали. Сейчас как раз-таки сезон оленей. Вот такой он миленький. И в предыдущем вязовлоге я показывала, что его начинала. И вот наконец-то я его собрала. Все вышила, оформила. И вторая игрушечка — это символ следующего года. Это вот такой вот тигренок красивого голубого цвета. Такого голубого тигренка я вязала впервые. Обычно я вязала темно-оранжевые, там терракотовые, тыквенные. Но вот такой вот был у меня первый. Да, конечно, хотелось бы навязать побольше, отнести в магазинчик. Кстати, тигров уже начали покупать. Сегодня у нас 24, по-моему, число. Или 23. В общем, сегодня пятница. В общем, если кто еще не вязал и планировал связать, вяжите. Мне очень понравился такой голубенький тигренок. Все-таки у нас год будет голубого тигра или водяного. Ну, в общем, что-то такое. В общем, это игрушечки для магазинчика. Далее хочу показать свои незаконченные работы. Я связала вот такие вот заготовочки. Буду сегодня вечером оформлять, чтобы вот завтра или послезавтра отвезти в магазин. Да. Ну, обычно как бы люди в выходные больше гуляют, ездят за покупками. Поэтому хочу успеть к выходным. В общем, сегодня что успею, то и отвезу в магазинчик.
Ну, в общем, это не просто так показываю, да, тут осталось, в принципе, оформить мордашку и ушки вывязать. У меня еще есть заготовочка плюшевая. В общем, вот этот тигренок у меня 11 сантиметров, да, получается. И точно такую же заготовочку я уже связала из плюша. Смотрите, вот такая вот огромная разница получается. Это все одна и та же схема по вязанию тигренка. Я думаю, уже многие связали. Такая быстренькая, простенькая схема. Тело цельно вязано, ручки вязываются, голова вывязывается. И ушки тоже вывязываются из головы. Ну, в общем, пришить надо только мордочку. И вот эта вот игрушка у меня 23 сантиметра. Да. Вот такая вот разница получается. Помните, я покупала 2 моточка оранжевых. Ну, в жизни он, конечно, поярче, но сейчас немножко засвечивает. Так как у меня уже 3-й час дня, солнце заходит. В общем, поэтому такое освещение. Вот такая заготовочка с такими вот блестящими глазками. Кстати, кто-то из девочек у меня спрашивал, сколько вяжется. Я вот почему-то не зафиксировала, сколько время вот это вот уходит на вязание плюшевой игрушки. Возможно, если буду вязать вторую, то засеку. А вот на вот такую вот заготовку, да, то есть здесь со сменой цвета нити, с пришиванием мордочки, вот на все это у меня ушло 2 часа 10 минут. То есть мне еще осталось вывязать ушки и сделать оформление. Вот. Возможно, если бы не нужно было менять цвет нити, а вязать просто, ну, все одним цветом, то было бы дело быстрее. Ну, я думаю, где-то 2,5 часа на все уходит. Ну, что тут осталось? Как бы ушки пришил, нос вышел. Ну да, где-то 2,5, может быть, чуть-чуть больше. Да, и вот такие вот игрушечки 350 рублей. В Инстаграме 400. Кстати, в магазине у меня сейчас купили 3 тигренка, и все 3 они были без одежды. Возможно, я прогадала, и нужно было вязать без одежды. Ну, посмотрим. В другом магазинчике у меня без одежды, но о продажах я узнаю только в воскресенье. Они только раз в неделю по воскресеньям присылают отчет. Ну, не знаю, может быть, завтра поеду, как раз узнаю и как раз вот подвезу. В общем, если кто-то планировал связать из плюша такую игрушку, можете смело брать и вязать. Игрушечка будет где-то 23-25 сантиметров. Я вяжу плотно, ну, пусть еще тут ушки добавятся, ну, где-то не более 25, я думаю. Ну, конечно, зависит от того, как вы вяжете, от плотности, от номера крючка, да. Ну, вот я вязала этого 4-кой. Ну, так, можно сказать плотно, но 4-кой, да. Просто дело в том, что у меня, ну, в общем, взяла крючок, вязала, а потом уже увидела, что это не 3,5, а 4. Я еще думаю, так хорошо, мягко вяжется. Вот. Также по этой схемке, еще раз напомню, можно связать мишку. Он будет, конечно, такой вот худенький, стройненький, но тем не менее. Так, вот такие вот у меня заготовки. Будет мне сегодня работа на вечер. Еще мне нужно шарфиков навязать. Вот таких вот на всех тигряток. Кстати, я в предыдущем вязоблоге рассказывала, что ездила к маме, взяла там кучу пряжи. Ну и вот. Это вот единственное, что я связала за те 3 дня, пока была у мамы. Больше ничего не связалось. И вот сейчас у меня здесь вот еще начатые процессы. Ну, в общем, есть по 2 лапки и хвостик. Это тоже будет тигрята. И вот уже одного ножки начаты. В общем, все поначинала, не знала, что мне вязать. В общем, там тигрят купили, я решила, что без одежды надо связать тогда.
Вот. И еще продвижение. Это вот такие вот котики, которые также не оформлены. Ну, тут у кого-то закрыто отверстие, у кого-то нет. Ну, вот как-то так. Вот такие вот расцветочки. Особо тут сильно не заморачивалась. В принципе, котики двухцветные. И вот ушки и ножки другим цветом вывязывала. Здесь вот таким голубеньким. Осталось мне сделать закрытие, в общем, и утяжечки сделать, носик вышить. Но, знаете, сегодня показываю, потому что вряд ли я уже буду показывать вам эти готовые работы, так как, ну, в общем, сегодня сниму, завтра смонтирую, а в воскресенье выложу видео. Вот, этот у меня такой, этот уже был из остаточков. Осталось там немножко серенького, розовенького, и вот так вот сделала. Самый популярный это у меня вот такой рыженький. Всегда первый продается. Так. В общем, тут дела немного, но я сначала навязываю заготовки, а потом уже их оформляю. Знаете, чтобы сразу уже приловчился там, сделать эту утяжку, все одинаково, чтобы было. Так, и еще есть у меня один процесс. Хранится он у меня теперь вот в такой сумке. Это у меня такой процессик, мне его нужно связать к Новому году. Возможно, кто-то вязал, либо у кого есть дети, те, наверное, в курсе, кто это. Ну, если нет, можете предположить, нажать на паузу и написать, кто это может быть. Итак, в общем, долго тянуть интригу не буду. Это сейчас такая более-менее популярная уточка. Если я не ошибаюсь, это Лала-Фан-Фан, либо Лала-Фан. Ну, в общем, я правильный вариант вот здесь вот напишу. У меня дочка сейчас вот фанатеет от такой вот уточки. У нее есть уже, ну, такая, знаете, шитая с Алиэкспресс, но, в общем, такая история, что дочка хотела заказать под Новый год еще 2 уточки, так сказать, попросить у Деда Мороза. Вот, а потом в последний момент она сказала, ну, зачем мне 3 одинаковые утки, ну и что у них там разные цвета, но, в общем, она передумала. И я подумала, почему бы ей не связать в дополнение к подарку такую уточку. Я думаю, что она будет рада. У нее та уточка, ну, такая вот большая, наверное, сантиметров 30-40. А эту я вот хочу такую небольшую связать. Нашла в интернете мастер-класс. Конечно, я его там немножко под себя переделала. Сделала вот такие вот вязаные ручки. И здесь мне вот осталось связать голову, оформить все это. Но вяжу только днем, так сказать, ну, когда дочка в школе, чтобы не видела. Хочу, чтобы был сюрприз. Она тут на днях у меня шила такую уточку из фетра, там, в общем. Ну, в общем, развлекается ребенок. Мне нравится, что она хотя бы шить начала. Так она у меня вообще как бы ничем не заинтересована. Вот недавно плела колечки из бисера. Ну, там буквально, не знаю, 2 дня поплела, уже все, ей не нравится. Вот из таких постоянных увлечений у нее сейчас только рисование. Она может рисовать много, долго, каких-то персонажей. Сейчас она вот в художественную школу начала ходить. Ну, вроде бы успехи есть. Да. И, кстати, это первый такой кружок, на который она согласилась сама ходить. Мы ей как бы не предлагали ничего. Ну, не в том плане, что мы ей ничего не предлагали. А она сама пришла, говорит, я хочу ходить в художественную школу, чтобы меня научили красиво рисовать. А до этого мы ей и на роботехнику предлагали, и на лего.
что-то с физкультурой связано, там легкая атлетика, гимнастика, это вообще ей не предлагать. Она это все дело не любит. И даже вот мы ходили в школу танцев, она немножко там посмотрела и сказала: нет, не буду ходить. Зачем это нужно? Они там показывают именно так, как хотят они танцевать, а она хочет по-своему танцевать. Вот. В общем, такой интересненький ребенок у меня. Так. В общем, вот такой у меня процесс. Что тут начала болтать, уже не то, что надо. В общем, это у меня к Новому году будет игрушечка. Ну, может быть, я потом в январе, если буду какой-то влог снимать, либо что-то, может быть, вставлю видео с готовой работой, либо фотографии. Кстати, у меня еще вот напоследок хочу показать свой процесс, который я буду вязать на новогодних праздниках, так сказать. Скорее всего, в январе, ну, пока игрушки не буду вязать, возьму такой маленький мини-отпуск и довяжу свою кофточку, чтобы хотя бы к весне она была готова. Итак, может быть, кто-то помнит, я летом начинала вязать вот такую вот кофточку. И хотела до осени ее довязать. Но, конечно же, я не довязала. Но довязала всю длину полотна. Да, в общем, тут особо не покажешь. Ну, в общем, поверьте на слово. Да, вот такое вот полотно уже связано. Здесь у меня я вот отметила, немножко еще нужно, ну, буквально пару сантиметриков связать и уже делать резиночку. И у меня еще осталось 2 моточка. Я на эти 2 моточка хочу вывязать рукавчики. Ну, в общем, какие получится. Может быть, 3/4, может быть, просто там до локтя, может быть, ну, не знаю. В общем, насколько ниточек хватит, на такую длину и свяжу. Вот такой у меня процессик. Это у меня будет на январь. И давайте, наверное, положу в кадр еще тигреночка. Пусть он тут покрасуется немножко. В общем, что я еще хотела сказать. Смотрите, в январе я хочу немножко пореже поснимать видео. Я не знаю, будут там просмотры, не будут. Все-таки все празднуют, ходят в гости друг к другу, да. Вот. Поэтому, ну, наверное, там где-то одно видео в неделю я все-таки буду снимать. Ну, если будет что показать. Если у меня не будет никакой информации, да, я ничего не буду вязать, то, ну, соответственно, я не буду снимать, лишь бы снимать. Вот. И поэтому хотела бы попросить вас, или даже не попросить, а может быть, у вас есть такое желание, например, позадавать мне какие-то вопросы. В комментарии к этому видео вы можете написать любые вопросы, которые вас интересуют по поводу канала, по поводу вязания, может быть, что-то вам интересное из моей жизни. В общем, можете задавать любые вопросы, а я вам в январе, когда мне нечем будет заняться, сниму такое видео с ответами на вопросы. Возможно, где-то что-то покажу, расскажу. Может быть, ну, что-то, фотографии какие-то вставлю. Вот. Ну и таким образом мы познакомимся с вами поближе. Все-таки каналу скоро уже будет 2 года, а у меня, ну, ничего такого особо я не снимаю. Вот все больше стол, да, там как бы по улицам тоже особо не хожу, не показываю. Бывают там какие-то урывочки, но, в общем, буду ждать ваши вопросы. Ну, если, конечно, вопросов будет мало, либо, ну, так сказать, их не будет, то, конечно, видео тоже не будет. Ну, просто я считаю, что нужно снимать именно то, что людям будет интересно смотреть, то, что им интересно послушать. Кстати, огромное спасибо, что под предыдущим видео вы написали свое мнение по поводу
игры рандомное вязание, да, по поводу бросания кубика. Там, на мое удивление, мнения разделились. Возможно, самые ленивые или воспитанные промолчали. Вот, знаете, меня удивило, что большинство написали, что это неинтересно, что это не ваш формат, там, и что-то вот в таком роде, что не нужно копировать другие каналы, снимайте то, что вы снимаете. Вот, это меня очень даже так порадовало. Но, опять же, это такое дало пищу для размышления, что нужно придумать что-нибудь свое интересненькое. Вот. Вроде бы показала, рассказала все, что хотела. Хочу, так сказать, поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого-самого хорошего. Всего, что вам не хватает. Пусть ваши мечты сбудутся. Все ваши какие-то цели пусть достигаются, мечты сбываются. И самое главное, что я хочу вам пожелать, это здоровье, чтобы ни в этом году, ни в следующем вы не болели, чтобы все болезни у вас вылечились. И, в общем, ситуация в стране наладилась. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. На этом буду заканчивать свое такое спонтанное видео. Спасибо всем огромнейшее за просмотры, за ваши лайки, комментарии, за все-все-все. И увидимся уже в следующем году. Всем пока!